У этого красный свет. Они сами себя начали смывать, серьезно? Спасите! Смылся. Обнаружив удаленный эпизод Дафакбума, я был очень удивлен, как Всем привет, с вами Блейнар, и сегодня у нас реакция на 40-й эпизод и 41-й эпизод Skibidi Toilets, а также новых теорий. Да, предыдущий эпизод вон там. О, синий экран смерти. Вы можете посмотреть его, если не видели, обязательно. А сегодня погнали смотреть. Не забывайте поставить лайкусик, поддержать обязательно, написать комментарий, новый комментарий в конце видосов, да. И подписывайтесь, жмякайте колокольчик, а также вступайте в нашу телегу, ссылочка в описании. Погнали смотреть. Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Вантус. Гениальнейшее оружие против скибиди туалетов. Пора вас прочистить. Отойди, я сам. Воу. А тут новый ТВ-мен, простите, как говорится. У него еще и куча мониторов сзади со спины вылезла. Обалдеть. И он покрупнее будет. И их уже больше. Потому что изначально был один. Опа, что это? А, это какой-то фильтр. Да, типа защитный. То есть, получается, ТВ-мены могут уничтожать и камераменов, но у них есть фильтры. Офигеть, некоторые сами падают. Обалдеть, хорош. А улыбка уже другая. Блин, очень короткий и быстрый эпизод. Это что-то новенькое, да. Тут уже появился покрупнее экземпляр. И у него там прям мониторчики. Давайте сначала сразу разберем эту серию. Мы видим здесь нового, как говорится, ТВ-мена. Да, с кучей мониторов. И мы также видим, что у нас какой-то появился фильтр. То есть, получается, вот эти уже могут навредить. То есть, если обычные нет синим светом, а здесь какой-то белый свет, он может повредить камеру. Но, в принципе, это очевидно, потому что на камеры свет определенно влияет. Это и в реальности, так что да. Ну и, в принципе, больше ничего такого не было в этой серии. Пошли смотреть следующую. Ссылки на оригинал внизу. Ну, на каналы оригиналов. Да, погнали смотреть. Смотри мне в глаза. Ема. А, он говорит, надень фильтр, а то сейчас будет беда. Мы видим кучу армию целую. Офигеть, это Титан ТВ-мен? Серьезно? Ну, в принципе, это было ожидаемо. Обалдеть. Где они нашли такой большой телек? Обалдеть, у них какие-то шипы. У нас уже 3 Титана. Первый пропал без вести, второй, как говорится, захвачен, а третий вот. Блин, а что если ТВ-менов тоже можно поработить этими вирусами? У этого красный свет. Они сами себя начали смывать, серьезно? Спасите! Смылся. Они сами себя смывают. Обалдеть. Вот этот поворот. Слушай, где ты был, дружище? Милота. Где ты был раньше? Ты один мог всю войну закончить. Он просто, ему достаточно ходить и светить на них. Все, они сами себя смывают. Обалдеть, просто посмотри на это. То есть, по факту, изначально он, во-первых, очень крупный. Это видно, пипец, какой он крупный. У него какое-то красное свечение. Фильтры спасают, слава богу, камерменов, да. И мы видим, как сами себя смывают. Он воздействует на их разум. Или они просто настолько им плохо, что они решили, лучше я сам смоюсь. Обалдеть. Это мощь. Ну и вот это
улыбка няшная. Няшечка такая. Милота. Милота, что ему сказать? Не, ну прикольно, прикольно. Это ожидаемо было, чтобы появится Титан новый. Вопрос возникает, он создался недавно? Или все-таки он был изначально? Потому что, блин, он один реально может закончить всю войну, по факту. Интересно, интересно. Ну, давайте посмотрим, что все-таки в теориях об этом говорят другие. Ну и первая теория, это мы находимся на канале Liberty, мне про него писали, что вот посмотри там, ну давай посмотрим. И здесь я вижу сначала, мы посмотрим, наверное, все-таки, я не буду старые смотреть, я вот вижу сразу по появлению TV-менов, да, вот серия. Давай посмотрим. В этот раз автор сериала удивил нас еще сильнее, так как обычно эпизоды выходят в формате шортс, а в этот раз новая серия вышла в горизонтальном виде. Возможно, этим автор намекает нам на выход сериала в полнометражный формат. Ну или... Ну, это ожидаемо, потому что с шортс толком не заработать, а чтобы что-то творить, надо иметь деньги. Потому что, как говорится, пока ты творишь, сидишь, есть-то надо, оплачивать коммуналку, прочее, все это надо, да? пытается придать новому эпизоду особое значение. Итак, предлагаю не медлить и сразу приступить к разбору. В самом начале эпизода нам показывают, как скибидисты атакуют агентов камераменов, в то время как агенты пытаются от них всеми силами отбиваться. Мы также можем увидеть одного из скибидистов с улучшенным корпусом, который атакует агента-оператора. Как вдруг камера поворачивается, и в поле зрения появляется тот самый загадочный персонаж, о котором я говорил в предыдущих роликах. Будем называть его TV-Man. Так вот, Ну, я не смотрел для вас, я чуть-чуть посмотрел предыдущий его разбор. Там он его, конечно, изобразил, нашел какой-то старый вариант. Потому что по факту все это было очень давно. То есть это, ну, эти все скины, эти все это приколы. Ну, и там был странный, очень, очень странный он. Здесь же мы видим, соответственно, когда уже в самом сериале его сделали серьезным крайне. Увидев TV-мена, все скибидисты впадают в ступор. Все потому, что TV-мен начал излучать из своего экрана гипнотический луч. Судя по всему, этот луч гипнотизирует скибидистов, причем радиус действия... Блин, придираться буду. Испускает гипнотический луч, который, судя по всему, гипнотизирует. Ну как бы, а что должен делать гипнотический луч? Луча достаточно большой, способен поразить сразу множество скибидистов за раз. Итак, исходя из сюжета данного эпизода, можно сделать вывод о том, что нас снова ожидает переломный момент в сражении скибидистов и агентов. И он еще не знает насколько. Потому что эта серия, я видел в новой серии, ну там просто у него два момента уже, собственно, и это было сделано еще до выхода последней серии, которую мы смотрели. Поэтому в этой серии он точно еще не знает про Титана. И Титан сломался. В своем прошлом видео я уже предсказал появление. Да, вот он нашел концепт. Ну, странный концепт, конечно. Тут вообще как-то раздолбай, а в итоге они серьезные крайне. Нового агента с телевизором вместо головы. И достаточно приятно осознавать, что я оказался прав. И да, мне писали, что нашел там какой-то секретный фрагмент. Я его, кстати, смотрел. Ну, для себя посмотрел, потому что я удаленные фрагменты, если они удаленные, значит там что-то было удаление. Ну, я так понимаю. А там, в принципе, была одна тема такая поднята, не очень приятная для Ютуба, поэтому ладно. На тот момент времени я точно не знал, как может выглядеть телевизороголовый персонаж. Некоторые зрители даже возмутились в комментариях, что концепт, который я тогда показал, был недостаточно убедительным. И... Ну, по факту, да. Тут как бы отчасти агент, отчасти раздолбай и... Ничего общего с реальностью якобы не имеет, но по итогу образ TV-мена оказался ровно таким, каким я его и показывал. Нет, не таким, но похожим. Не таким, потому что здесь он раздолбай. Видно же, раздолбай. Сейчас где это? Ну, то есть, солидно, вот это, он, здесь он обычный агент с телевизором, а там он в пальто. Солидный такой и строгий. То есть он не какой-то там раздал. Все агенты, они какие-то такие танцующие, там веселящиеся. А этот строгий, серьезный такой. То есть концепт не совсем верный. Поэтому не надо. Общего с реальностью якобы не имеет. Но по итогу образ TV-мена оказался ровно таким, каким я... Ну а то, что у TV-мена будет на голове телевизор, это и так понятно было. То есть
его и показывал. Но подождите, это еще не все, что я нашел. Несколько дней назад, немного прошерстив старые ролики автора сериала и его прошлую деятельность, я обнаружил записи удаленных с его канала видеоклипов и нашел удаленный эпизод. Я был просто в шоке. В сериале Skibidi мы постоянно наблюдаем много эпичных моментов и неожиданных поворотов. Обнаружив удаленный эпизод до факбума, я был очень удивлен, когда в клипе 2021 года я увидел уже знакомых нам агентов из сериала Skibidi Toilet. Но это еще не все. Помимо агентов-камераменов, в этом клипе появился именно новый секретный персонаж с телевизором вместо головы. Просто посмотрите, неужели вам ничего это не напоминает? Да, только, кстати, он здесь, возможно, ну, похож. Кстати, если ты наткнулся на это, почему ты тогда, ну, ты, наверное, позже наткнулся, да? Потому что здесь он явно не похож на тот прототип. Это же и есть TV Man. Многие из вас могут мне не поверить и возразить, мол, этот клип мог сделать не Дафак, а кто-то другой. Специально для скептиков у меня есть неоспоримое доказательство. Если вы откроете этот клип на 4 минуте 48 секунде, то сможете увидеть сцену, полностью дублирующую баннер канала Дафака, который прямо сейчас... Ну, опять-таки, на самом деле, в данном случае, опять придираюсь, это не обязательно, что прям, ну, то есть, возможно, это его видео, да, но факт в том, что можно вот так взять, я могу тоже взять вот этот арт, ну, скрин, и поставить его на себе шапку. И я от этого не стану создателем этого клипа. Но тут, скорее всего, конечно, да, это, скорее всего, его, теоретически, но вот это аргумент не аргумент. Стоит у него на канале. А я напомню, что этот клип вышел уже больше 2 лет назад. Если кому-то интересно посмотреть полный клип, то найти его можете у меня в телеграм-канале, ссылка на который есть в описании. Друзья. У меня есть тоже телеграм. А вас еще там нет. Большинства. Давайте вступайте. Я не просто так упомянул этот клип. Все дело в том, что смысл данного клипа может помочь нам раскрыть нового агента. Думаю, вдаваться в глубокие размышления философии самого автора нет смысла, так как на тот момент сериал Skibidi даже не был в планах. Предлагаю разобрать конкретно отрывки с появлениями TV Man. По отрывкам из клипа можно понять, что телевизороголовый является главенствующим среди всех агентов. Именно он руководит камераменами. Исходя из этого, можно предположить, что самым влиятельным персонажем теперь станет именно TV Man. Возможно, в будущих эпизодах он сможет загипнотизировать Джимена и тем самым дать возможность... Ну, теоретически Титан должен смочь. По идее, Титан должен победить любого. По факту. Титан TV Man, потому что он нереально силен. камераменам обезвредить Титана Спикермена. Если это случится, то победа в битве скибидистов и агентов будет на стороне агентов. Но есть нюанс. Проблема в том, что, блин, если это имбаперс, который может реально победить всех, то сериал может закончиться за одну серию. Вот так. Но этого не будет. Что думаете по этому поводу вы? Обязательно пишите в комментариях свои предположения. Мне будет очень... Обязательно пишите, да, в комментариях свои теории. А мы пошли смотреть новую серию. Прошлую серию я решил не разбирать, поскольку она не содержала значимых сюжетных поворотов. Ну как это не содержал? Там появился новый этот чувак, плюс про вот эти штуки для камер, фильтры, да. Там было не надо. По сути, нам просто показали чуть более крупного TV-мена, который... Не более крупного, а новый вид. Потому что это их там, вон сколько телевизоров. Это новый вид TV-менов, поэтому это серьезно. Ну что мы, туалеты, новые виды мы разбираем. Камераманов, колонки появились, мы разбираем. Ну, то есть внешние виды. А тут почему TV-мен-то резко новый вид внезапно стал такой, интересно. Тут серьезно, как бы, и плюс еще фильтр. Который благодаря своим способностям помог агентам отразить атаку скибидистов. Да. Единственная интересная деталь в предыдущем эпизоде заключалась в том, что нам намекнули на возможность уязвимости агентов камераменов к гипнозу TV-менов. В связи с этим агентам были выданы специальные линзы, защищающие от гипнотического воздействия TV-менов. Что же, не будем долго тянуть, давайте приступим к разбору уже новой серии. В самом начале нового эпизода нам снова показывают TV-мена, ведущего за собой целую орду скибидистов, в то время как агенты надевают защитные... Но опять-таки видно сразу, насколько TV-мены серьезные, насколько они отличаются от других агентов, они крайне серьезные, поэтому теория, что они как бы выше по статусу, это возможно, да. Линзы. Кстати, среди скибидистов можно заметить полицейского. Это довольно интересно, так как раньше мы не видели настолько больших полицейских скибидистов.
камера поворачивается. Разве? Блин, я уже не помню. Надо обязательно пересмотреть все серии с первой по... Ну, какая там будет на тот момент. Возможно, пересмотрим. Обязательно, чтобы всю картину посмотреть еще раз полноценно. Потому что мы как бы после определенного эпизода начали смотреть по чуть-чуть. И общая картина утекает. Надо посмотреть обязательно. Ставьте лайки, чтобы мы это сделали поскорее. И мы можем увидеть, как из-за многоэтажек... Хотя, конечно, лучше бы это сделать, когда выйдет весь сериал, но это будет очень не скоро. Там, наверное, серий реально еще будет очень много. Выглядывает гигантский телевизор-головый Титан. И лично мне кажется, что его габариты во многом превосходят любого из прошлых персонажей. Это мне тоже так показалось. Прям конкретно. И его можно смело считать самым большим героем в сериале. Титан ТВ Мэн На данный момент. Я уж не удивлюсь, если появится еще что-то больше. начинает влиять на скибидистов своим гипнотическим излучением. И в этот раз этого излучения достаточно для того, чтобы скибидисты сами смыли себя. И в целом самоуничтожились. Смыв всех скибидистов, Титан ТВ Мэн показывает уже свою фирменную эмоцию в виде улыбающегося смайлика. Итак, какой же вывод можно сделать, исходя из данной серии? Почему-то многие сейчас придерживаются теории о том, что якобы телевизоры являются третьей стороной и доверять им не стоит. Но не кажется ли вам это притянутым за уши? Я считаю, что ТВ-мены это такой же вид агентов, как, например, спикермены, которые появились уже после камераменов. Но почему же тогда никто не считает спикерменов подозрительными? С другой же стороны, обоснованием этой теории можно считать необычные способности и вид ТВ-менов. В отличие от обычных агентов, ТВ-мены действительно выглядят довольно зловеще. Об этом говорит даже внешний вид нового Титана. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть непонятный фиолетовый реактор в груди Титана. Зная особенную любовь... Так вроде как у всех Титанов были реакторы разных цветов, правда, ну, у каждого. Авторы сериала к трансформерам, возможно, такой подбор стиля оформления Титана может отсылать к темному энергону или же искре. И если так судить, то действительно можно предположить, что новый вид агентов может являться неоднозначным в плане добра и зла. Но это лишь мои предположения и догадки. С новым эпизодом вроде бы все ясно. Но что насчет спикермена Титана и Джимена? Куда же они пропали? Мне кажется, что ответ на этот вопрос мы узнаем уже в новом сезоне. Все потому, что нынешний сезон был полностью посвящен презентации нового вида агентов. А вот эпичные битвы и сражения нам, вероятно, стоит ожидать уже в будущих эпизодах. Судя по возможностям и развитию ТВ-менов, я уверен в том, что на стороне скибидистов скоро также появятся новые боссы. Потому что, Логично. как я и говорил ранее, для поддержания сериала на плаву необходимо соблюдать баланс сил. Логично. Логично. Это мы постоянно наблюдали, как побеждали то одна сторона, то другая сторона. Потому что по факту только так можно реально этот сериал растянуть на вечность. Если одну сторону резко победить, вторая проиграть, сериал конец. Все на этом, как говорится, да? Но пока сложно представить, что можно противопоставить ТВ-мену Титану. И вообще ТВ-менам. Потому что формально у них нет пока защиты против вот этой их лучей, ну, света. Скорее всего, это какие-то будут фильтры на голове тоже. Возможно. Иначе сериал может зайти в тупик, чего явно не захочет допустить автор. А как думаете вы? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте подписываться на... Да, обязательно, обязательно. Блин, ну, сложно сказать, чьи разборы лучше в данном случае. Мы уже посмотрели, как минимум, Фордел, Либерти, вот. Мой разбор как-то смотрели, ну, чуть-чуть я разбираю по ходу дела. Что могу сказать? Ну, слишком непонятно все это на самом деле. И да, вот я же говорил, у Искра есть у всех вот это как бы. Просто что-то он сделал акцент прям сейчас на этом Титане, что только у него Искра там появилась. Хотя вот, у всех они что-то были, но тут ну, то не видно слишком, потому что тут цвет. Но в любом случае это интересно. Это интересно. И, кстати, вот что можно Либерти сказать, респект, то что он умеет делать превьюшки, ну, графику рисовать. Либо это ему рисует кто-то, либо, конечно же, нейросеть может рисует, кто его знает. Потому что по факту превьюшки у него реально прикольные, скажем так. Прикольно, прикольно. Прикольные серии, прикольные разборы. Ну, есть к чему придраться, я придирался. Возможно, даже можно было бы еще к чему-то придраться. Ну, блин, а как по-другому? Ну, не все идеально, потому что есть тоже такие вот, скажем так, моментики. Но в целом прикольно. Ваше мнение вы пишите в комментариях, да?
Ставьте лайки, не забывайте, это очень важно. Если впервые на канале, подписывайтесь, потому что у нас, блин, ну что такое? Ну, на канале 168 тысяч, никак выше не поднимаемся. Давайте уже расти. Пора расти, ну. Все зависит от вас. И эволюция канала тоже зависит от вас. Кстати, вообще этот видос должен был выйти вчера. Но вчера у меня света не было весь день. Да, ремонтные работы шли. Поэтому он выйдет сегодня. На завтра я что-нибудь еще сделаю, постараюсь. Да. Не пропускайте. В телегу обязательно вступайте, потому что там уведомляшки, там всякие приколюхи, общение. Да-да. Все. Всем спасибо. Всем пока. Сейчас будут комментарии. Пока-пока.